Касатка. Об этих величественных обитателях океанов с давних пор ходят мифы и легенды. Первые упоминания о них появились в начале первого тысячелетия нашей эпохи. Эти исполинские хищники, невиданные с времен динозавров, являются не только умными, но и коварными существами. Так кто же такие касатки? Киты или дельфины? С кем они родственны? Где их среда обитания? Что они едят и как охотятся? Сегодня мы постараемся ответить на эти вопросы и вновь погрузимся в загадочный мир океана. Приготовьтесь, наше путешествие начинается. Все касатки считаются дельфинами и подразделяются на 3 вида — большая, черная и ферезая. Наиболее известной является большая касатка. Все морские обитатели, включая пернатых и теплокровных, в панике убегают от этой хищницы. Именно о ней мы и поговорим. Это действительно величественная угроза морям и океанам. Они легко заметны благодаря своим размерам, до 10 метров в длину, черно-белой расцветки и характерным пятнам под глазами. Плавники самцов достигают 1,5 метров, а у самок они меньше и загнуты. Название животного связано с высокими плавниками самцов, напоминающими косу. Белое пятно над глазом может служить родимым знаком, уникальным для каждой особи, что позволяет их идентифицировать. Что касается остальных видов, то черная касатка, или, как ее называют, ложная касатка, напоминает большую касатку, но меньше до 6 метров, и у нее нет белых пятен. Фереза, темно-серая касатка, является самым маленьким представителем этого рода, достигая всего 2 метров в длину. Теперь обратим внимание на места обитания большой касатки. Эти животные обитают в широких водах от Аляски до Антарктиды и от Аргентины до Исландии. Они особенно предпочитают прибрежные воды Оливудских островов, районы Аляски, север Тихого океана и юг Берингового моря. Хотя в открытом океане касатки могут представлять опасность, в неволе они проявляют меньшую агрессию. В своей естественной среде обитания они практически не угрожают человеку. Случаи нападения крайне редки. Существует несколько интересных теорий на этот счет, о которых мы расскажем чуть позже. Касатки живут в стаях. Исследования показывают, что прочные связи в их группах являются уникальными среди крупных животных. В стае могут находиться несколько поколений, и похоже, что касатки не ищут себе пары вне своей общины. Эти умные млекопитающие обладают сложной социальной структурой, основанной на семье. Обычно семья состоит из матери, детенышей и взрослых сыновей, и несколько таких групп формируют стаю. Стаи могут разделяться во время поиска пищи и объединяться для охоты. Поскольку члены стаи являются родственниками, размножение происходит во время объединения групп. Внутри семьи наблюдается крепкая дружеская связь. Они заботятся о старых и больных членах стаи. Средняя продолжительность жизни самцов составляет порядка 35 лет, а самок — 50. Однако известны случаи, когда самки доживали до 90 лет. Самая старая из известных касаток по имени Бабушка прожила 105 лет. Ученые впервые узнали о ней в 1971 году, когда ей было уже около 60 лет. Их внимание привлек уникальный рубец на плавнике и характерный серповидный узор на боку. За свою жизнь бабушка могла совершать кругосветные плавания до 100 раз. Она исчезла из виду исследователей осенью 2016 года, отделившись от стаи, а в 2017 году появилась информация о том, что она предчувствовала свою смерть и удалялась от сородичей. Образ жизни и диета касатки зависят от ее семьи. Например, те касатки, что живут у берегов Норвегии, питаются сельдью и мигрируют в поисках рыбы. Их называют резидентными.
Популяции, охотящиеся на морских млекопитающих, называют транзитными или кочевыми. Они мигрируют вдоль побережья и всегда находятся в местах, где есть тюлени или пингвины. Третья группа, кочевая, глубоководная или офшорная, относится к наиболее успешным охотникам, так как они нападают на крупных животных, китов и акул, что видно по их большим спинным плавникам с рубцами и повреждениями. Изучение ее образа жизни обширным образом пока не завершено, но известно, что генетически они отличны от двух предыдущих групп и обычно меньше по размеру. При охоте касатки больше полагаются на слух, чем на зрение и обоняние. Эхолокация служит им как способом общения между собой, так и способом нахождения пищи. Издаваемые ими звуки — громкие, мелодичные и резкие. Как социальный вид, они требуют эффективного общения. Каждая группа имеет свои уникальные звуковые сигналы, которые передаются из поколения в поколение, позволяя распознавать членов своей стаи. Хотя ушей у касаток не видно, они хорошо развиты и располагаются за глазами. В мутной воде касатки полагаются на слух, чтобы ориентироваться и взаимодействовать с сородичами. Очень немногие морские существа могут дать отпор этому хищнику, и касатки, как правило, не имеют врагов в своей среде. Даже белая акула для них является не угрозой, а добычей. Однако иногда горбатые киты подходят к касаткам, когда те охотятся на других видов или защищают своих детенышей от угрозы. Горбачи известны своими длинными и подвижными плавниками, которые могут быть опасным оружием, если с ними не обращаться осторожно. Их взаимодействие с касатками еще не полноценно изучено. Исследователи предполагают, что горбатые киты могут проявлять альтруизм, защищая не только своих сородичей, но и другие виды. Некоторые считают, что они реагируют на звуки, издаваемые касатками, что может привлекать их внимание. Похожие отношения наблюдаются у касаток с тигровыми акулами и кашалотами. Эти хищники также обладают высокими скоростями и другими способностями, которые делают их опасными соперниками. Удары хвоста этой крупной рыбы могут оглушить касатку или даже убить ее. Поэтому касатки стараются избегать встреч с кашалотами. Способности касаток управлять своим интеллектом ставят их на верхнюю ступень пищевой цепи. Это позволяет им разрабатывать сложные охотничьи стратегии для всей стаи. Они очень изобретательны и каждый раз подходят по-разному к охоте на жертву. У них есть тактические схемы для каждого типа добычи, которые варьируются в разных семьях. Чтобы поймать тюленя, нужно не только быстро двигаться и иметь острые зубы, но и использовать ум. Некоторые группы касаток отсекают тюленей, другие устраивают засады, а третьи подплывают к берегу, где нерестятся тюлени, создавая волны, смывающие жертву. Эта тактика в основном используется самками, у которых плавники меньшего размера привлекают внимание тюленей, заставляя их покидать края скал. Даже если тюлени не успевают скрыться, касатки могут выпрыгивать из воды, что делает их атаки очень эффективными. Пингвины также страдают от касаток, которые чутко реагируют на них, подплывая снизу и разбивая льдины, тем самым обеспечивая себе легкую добычу. При охоте на рыбу касатки используют групповую тактику. Они выстраиваются в цепочку и плывут со скоростью 5 км/ч, оставаясь в контакте друг с другом. Атакуя, касатки собираются в группы, располагая косяк рыб по кругу, сминая его, чтобы одна или несколько особей могли поднырнуть и оглушить рыбу. Эта операция требует участия 10 и более касаток. С мелкой рыбой расправляться легко, но как же они удачно справляются с белыми акулами? Эти хищники с их устрашающими зубами и агрессивностью потенциально могут угрожать многим. Касатки сначала загоняют акулу к поверхности, после чего мощным ударом сбивают ее с ног, поднимая из воды, пока она не падает обратно. Затем они переворачивают ее, чтобы не дать ей возможности для сопротивления.
В случае с китами действия похожи, но бесполезно попытаться остановить синего кита, который весит в несколько раз больше самой касатки. И все же ученые отмечают, что на множестве китов обнаружены следы от укусов касаток. С точки зрения касатки, человек, скорее всего, представляет собой еду, более легкую, чем тюлень или пингвин. Он движется медленно и менее ловко, а в темном гидрокостюме может напоминать тюленя. Однако касатки каким-то образом различают людей. Если дайвер поплывет среди стаи, касатки, скорее всего, не нападут и могут даже позволить себя погладить. Некоторые исследователи полагают, что касатки не проявляют агрессии к людям из-за их развитого интеллекта и способности распознавать, что эти существа не являются привычной добычей. При этом каждый из этих хищников чаще встречается с людьми, чем касатки. Акулы нередко попадают в мелкие воды рядом с курортами, тогда как касатки предпочитают оставаться подальше от берегов. В основном они обитают в северной части океана, что делает человека экзотикой и неясной целью для них. Касатки, безусловно, являются одними из самых увлекательных существ на планете. Они по праву заслужили титул главного морского хищника. Их интеллект и охотничьи навыки поражают воображение. Но какие еще поразительные создания обитают в безбрежных глубинах океана? Не упустите шанс отправиться в следующее путешествие.